Вот и пришел к нам сезон дождей. Хочешь не хочешь, а приходится подстраиваться под погодные условия. Как было бы прекрасно быстрее закончить обустройство крыши и уже спокойно заниматься внутренней отделкой дома. Да, тут, наверное, нужно сделать небольшую ремарку, ведь наверняка есть люди, впервые попавшие на мой канал. Дело в том, что я решил построить на своем лесном участке каркасный дом, не имея никакого строительного опыта. И моя задача показать, что это реально даже новичку. Плюс ко всему, вы можете учиться на моих ошибках, которые я наверняка сделаю. Думаю, данный опыт будет полезен вам в дальнейшем. Ну что, наконец, по прогнозу синоптиков, сегодня не будет дождей. И я надеюсь, наконец я закончу все работы с крышей. Поэтому садитесь поудобнее. Желаю вам приятного просмотра. Погнали! Ну, так как я работаю один, а андулин каким-то образом надо поднять, я думаю, будет здорово поставить два вот этих вот бруса 150-х бракованных. Кстати, чуть попозже я объясню, откуда они появились, и заодно разберем мои ошибки в строительстве. Я думаю, это вам точно пригодится. И уже по этому брусу буду здесь поднимать андулин. То есть можно здесь какой-то упор сделать. Допустим, андулин поднял, раз, и он на листы будут вот на этот упор опираться. Наверное, да, более чем достаточно. Отлично.
И, наверное, надо на земле сразу один лист располовинить. Дело в том, что листы должны идти в шахматном порядке. Первый ряд идет, а второй ряд идет со смещением наполовину. То есть пол листа надо разрезать обычной ножовкой. Как я и говорил, в шахматном порядке. Здесь идет целый лист снизу, следующий у меня идет половинка. И уже дальше потом целыми листами, и получается они друг на друга перехлестывают. Внахлёст идут. Допускается свес данного материала спереди и снизу, ну, по краям, да, не более 35 миллиметров. Соответственно, я, наверное, так и буду подстраивать сейчас сразу эти листы, исходя из этих допустимых размеров, допустимых свесов. По идее, лист, исходя из моей крыши, да, то есть из уклона моей крыши, у меня почти 15 градусов наклон выходит. По идее, лист верхний должен на 20 сантиметров заходить на нижний лист, и в целом у меня ровно столько и выходит. То есть получилось так, что длина крыши, сейчас я скажу вам точно, вот она идет от начала и до конца, получается 364 сантиметра, а длина одного листа андулина 195. 195 на 195 это 3,90 и минус 20 сантиметров нахлеста, о которых я говорил, то есть исходя из наклона крыши выходит 3,70, а у меня 3,64. То есть остается ровно по 3 сантиметра свес с той стороны и с этой стороны, что в принципе идеальнее всего для меня. То есть минимальный расход, перерасход материала минимальный будет. То есть его вообще не будет. Ровно 2 листа, это закрывает всю крышу. Отлично. Слушайте, работа движется отлично. Прям великолепно. Возможно, даже сегодня получится еще и начать утепление дома. Сегодня я без ночевой. Ну, а в планах, повторюсь, таки добить мне прям как можно быстрее, естественно, крышу и утепление дома. Потому что уже с каждым днем все холоднее. Сегодня вот плюс 4 градуса. Но так как я на крыше, что-то делаю, стучу, колочу, то мне вот так вот офигенски тепло. И благо дождей нет, сегодня прям погода за меня, поэтому я тороплюсь.
останавливаться нельзя даже на обед, потому что, не дай бог, сейчас пойдет дождь, и все. И хорошая погода будет упущена, и все работы у меня опять будут остановлены. Че, дождик начинает потихоньку идти, я думаю, можно снять тент сзади и попробовать закатать весь дом ветрозащитной пленкой. Не весь дом, а все 3 стены, кроме фасадной. Объясню почему. Фасадную стену я планирую доукрепить листами ОСБ. То есть создать дополнительную жесткость. Сюда лист ОСБ и туда лист ОСБ прикрутить, чтобы не было вот это вот, чтобы не играли стены по диагонали. Листы ОСБ создадут дополнительную жесткость. Замерз. Костровая чаша
Я уже решил, что пока не нужна. Можно уже костер так в лесу жечь. Сырость, влажность сильная. Ничего не будет, лес не загорится. Ну и главное, чтобы дом не загорелся. Ну и, собственно говоря, подшиваем сейчас вот эту контррейку, да, на которую впоследствии ляжет, ну там доска, брус или я не знаю там чем обшивают дома, да, то есть я для себя уже решил, чем обошью, ну вы скоро все увидите и узнаете. Вот, и соответственно с внутренней стороны эта контррейка будет удерживать утеплитель, то есть когда я ее буду заталкивать, выступающая рейка относительно бруса не будет давать проваливаться утеплителю сюда. Буду наживлять на саморезы, а потом прибивать гвоздями. Просто саморезами проще попасть, когда работаешь один. Да, конечно, доску можно было бы и поуже использовать. Но так получилось, что это доска по акции. Поэтому 150-я, ладно. Ничего страшного. Да, за окном идет дождь, а я спрятался от него. Пока еще тепла здесь в доме нет, но хотя бы уже не сыро. Ну что, друзья, продолжаем строительство дома и начнем сегодня его наконец утеплять. Вчера я не успел зашить контррейку с еще одной стороны, но как бы мокнуть пока неохота. По прогнозу дождь сегодня ближе к вечеру, как после обеда должен прекратиться, ну или хотя бы уменьшиться, и тогда уже я закончу с той стеной, прибью там контррейку и также утеплю. Буду утеплять соткой и потом поверх сотки полтинник утеплителя каменной ваты. Ну и как всегда, предлагаю вам
соблюдать технику безопасности и свои органы дыхания, естественно, обезопасить, когда вы работаете с каменной ватой, чтобы вот эти вот мелкие фракции ее не оседали у вас в легких. И как вы обратили внимание, все вот эти вот ниши я сделал по размеру утеплителя, чтобы он держался, да, и сзади его задерживает контур рейка, чтобы его не выдавить, когда я его укладываю. Ну а здесь везде вот эти вот доски прибиты прямо по размеру утеплителя. Ну а соответственно снизу уже буду его немножко подрезать. Ну а сейчас как раз таки то, о чем я говорил, перекрестное утепление. То есть полтинником, который по длине совершенно другой, то есть этот утеплитель 120 сантиметров длиной, а полтинник у меня утеплитель длиной 80 каждый лист. То есть вот он пошел первый где-то вот сюда, да? То есть он идет внахлёст, и он закрывает и эту деревяшку, и соответственно вот эти вот все стыки двух листов. Это создаст дополнительную надежность при утеплении дома. Все деревяшки, какие были, которые служили подпором для сотового утеплителя, перекрылись. И все щели тоже, соответственно. Натягиваю пароизоляцию и ей немного прижму. Надеюсь, что в доме будет тепло. Почему я использую минвату, да, каменную вот эту? Потому что, ну, насколько я знаю, мыши ее не грызут. То есть она мышам не нравится, невкусная. Вот, как-то так.
дождик чуть-чуть утих, и я успел выскочить по-быстрому, прибить контррейку. Да, конечно, погодка оставляет желать лучшего. А самое что интересное, что дожди будут продолжаться еще там что-то по прогнозу около 5 дней. И, конечно, вот эта вот крыша, бесшумное, да, наличие крыши меня очень радует. Сухо, комфортно. Еще печки только не хватает. Еще печку сюда поставить, и было бы прям вообще вот так вот. Ладно, здесь по тому же принципу. У меня пароизоляционная вот эта вот пленка закончилась. Я поэтому так ринулся в бой утеплять дом. Ну а что, пока дело идет, то есть крышу я оставлю на потом, потому что потолок, да, потолок утеплять, это надо ограничители спереди сделать и сзади, между стропилами. Вообще, конечно, их сразу бы надо было бы сделать. Я что-то как-то сразу не сделал, но ничего страшного. Ничего страшного, сделаю. Ну а сейчас, раз у меня пленка закончилась пароизоляционная, думаю, имеет смысл тогда утеплителем максимально все доутеплить. И, как вы видите, я здесь уже снял укосину на этой части лицевой стены. Сейчас ОСБ-шкой зашью. Вообще я не знаю, конечно, насколько это правильно, неправильно. Под ОСБ ветрозащитную пленку прибивать. Ветрозащитная. Ну, наверное, правильно, прибью. Просто я здесь не буду контррейку делать. И ОСБ будет прилегать вплотную к доскам. Для чего это сделано? Для чего я это хочу сделать? Да, для того, чтобы создать жесткость. Жесткость конструкции. То есть лист ОСБ, он по высоте там 2,50, по-моему, или 2,75 даже. Если его везде прикрутить саморезами, он даст дополнительную жесткость. Именно угловую, диагональную. Правильно выразился? Нет, если что, поправите меня в комментариях.
прикол хотите? Видели когда-нибудь пенек в виде, как бы это сказать, части тела женской? Обратите внимание, вот пенек, да, то есть я дерево когда спиливал, вот такой вот пенек получился, как будто бы две ноги, ну и там дальше все сами понимаете. И решил оставить, не сжигать, и буду, соответственно, на этом пеньке сидеть. Ну что, немного похоже на дом, наконец-то становится все. Ой. Холодно, однако. Ну, благо здесь костер есть, и от костра тепло идет в дом, от стенок отражается она немного. И не так хоть прохладно, хотя пар идет, тем не менее. Я думаю, на этом на сегодня все. Пора сделать паузу. Что-то я подустал. Пароизоляции тем более нет. Ну, то есть просто приедут, например, там как-нибудь на днях, и пароизоляции все закатаю. Слушайте, да и, наверное, можно вообще приступать уже к отделке внутренних стен, что ли. Или с наружных начать. Для наружных стен, кстати, у меня доски здесь привезены. Вот. Наверное, все-таки нужно их использовать, пока они совсем не сгнили от дождей. Интересно сейчас попробовать дом на шатание. Потому что до этого он немного, еще чуть-чуть какие-то легкие, ну не перекос, а люфты были, да, а сейчас-то еще здесь ОСБ добавилось. Ого! Как вкопанный. Ништяк. Супер. Вот, теперь, ребята, супер. Ну что, пора поужинать? Яичница с колбасой и с сыром. Был бы я с ночевкой, я бы приготовил что-нибудь поинтереснее, конечно же. Я думаю, действительно надо в следующий раз попробовать взять с собой печку, может быть, тентом закрыть вот этот вот вход, да, имеющийся под панорамные окна. Ну и, соответственно, затопить печурку, проверить вообще, как теплоизоляция дома, насколько вообще нормально сделано будет. Насколько она нормально сделана. Уже заговариваюсь просто.
сил очень мало осталось. О, колбаска еще. Ну, в целом я доволен. У меня есть крыша, у меня есть теплые стены. Еще надо утеплить потолок. Я пока не совсем уверен, как я буду, не совсем понимаю, как я буду утеплять потолок, самое главное, чем. Может быть, также минватой, а может быть, попробовать вообще пеноплексом. Просто пеноплекс удобно вставлять будет между стропилами. Он будет, он жесткий, он не будет вываливаться сюда. То есть его вставить и запенить вот эти швы. Наверное, действительно так я и сделаю. И потолок утеплю пеноплексом. Великолепно. Вкуснятина. Кстати, вот думаю в следующем видео сходить в поход в одно интересное место. Как вы соскучились по землянкам? Если да, то напишите об этом в комментариях под этим видео. Хочу сказать спасибо вам. Сейчас прожую. За то, что поддерживаете мой канал. За то, что у вас осталось пусть не так много. Там просмотры, как вы видите, упали, да. Но зато остались все самые преданные зрители, потому что многим почему-то не знаю, почему не нравится строительство такого каркасного дома. Но в любом случае я не буду отступать от намеченной цели, и этот дом я рано или поздно закончу в плане строительства. Потом, конечно, хотелось бы здесь построить баньку. Может быть, даже, кстати, и землянку здесь можно было бы построить, но уже в качестве погреба. Какие-то соленья. Здесь грибов много, соленья делать, да, грибы мариновать. Причем можно было бы мариновать их прямо здесь. Вообще, представляете, какой контент крутой, да? Вот. И потом, когда-нибудь еще и дом будем строить уже нормальный, жилой. Но это уже будет далеко-далеко потом. Пока я строю гостевой домик, вот такой вот, в котором могу сам переночевать. И совсем скоро сюда будут приезжать мои близкие, а также друзья. Да, конечно, очень жаль, что не успела заготовить дрова в доме под землей. Совсем скоро уже будет зима, а дров там нету. От слова совсем. Может быть, туда, кстати, как-нибудь сгоняю. Но, наверное, это уже будет ближе к концу ноября. Спасибо, что посмотрели видео до конца. Пишите комментарии под видео, оставляйте их. Обязательно пишите, что я делаю так, что не так. Может быть, что-то предложите интересное в плане конструктива, да, этого дома. Или дизайнерское какое-нибудь решение. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. И не пропускайте мои видео. До скорой встречи. Пока-пока. Что ж ты не зарядил, собака? Блин, это жесть. Зарядил степлер. Как вот это вот раздражает порой. Залезь, слезь. Я уже прям очень мечтаю, когда все эти лазание туда-сюда закончится. Сразу наступит праздник
Нормально.